Какая прелесть. Ни чистить не надо, ни резать. Мой любимый тип рецепта, когда все готовится в одной сковороде, помешивать только время от времени. Хотя, признаюсь, начиналось все не так радужно. Копать картошку – то еще удовольствие, я вам скажу. Приезжай, говорят они, отдохнешь, свежий воздух, природа, то все. И в итоге пашешь как собака. И это все, что тебе достается. А? Узнаете мелочевку? Такая бэйби-картошка всегда есть на каждом кусте. Ее мы сегодня и приготовим. Хоть одна радость будет. Вот кот всегда поступает умно. Остается дома. Лучше б я тебя слушал. Вообще, очень хочу есть, поэтому поехали. Такс. Бекон или грудинка. Ну, чего будет в общем. Нарезаем небольшие полоски, квадратики, кубики, как хотите. Немножко бекона для мистера кота, но тут, походу, Ярослав Иванович уже промыл его мозги. Веганы в наши дни почкуются как могут. Ставим сковороду на средний огонь, пусть прокалится, и сбрасываем наш нарезанный бекон. Слегка его потормошим, прожарим его несколько минут, чтобы выделился жир. На нем, собственно, и будет жариться наша картошка. Но если у вас в доме живет веган, не дай бог, то придется пачкать еще одну сковородку. В нее пару столовых ложек оливкового масла. Скидываем туда нашу бэйби-картошку, присолим, хорошую такую щепотку. Ну и по-СМЧП. Где найти СМЧП, я думаю, вы знаете. Если нет, ссылка в описании. Перемешаем и оставляем обжариваться минут 5-7. Все тот же средний огонь, затем накрываем крышкой еще минут 5. Снова откроем, снова перемешаем. Ну, суть вы поняли. Картошка маленькая, поэтому все это займет у вас от силы минут 15. Проверить очень просто. Протыкаем ножом. Если мягко, значит достаточно. Тем временем обкорнаем немножко горшок с розмарином. Порубим его ароматно мелко-мелко и притрусим в сковороду. Огонь выключаем, перемешаем и перекладываем на блюдо. Сверху еще немножко зелени, если хотите. Ну и не забудьте про порцию своего вегана или веганки. И обязательно попробуйте обе порции, потому что может статься, что кое-где будет все же вкуснее. Приятного! Данный выпуск смело отправляется в плейлист «Блюдо в одной сковороде». Шкварочкой. А вам же я желаю не перетрудиться, пока будете перекапывать свой огород. Ну или просто перерывать корзину в супермаркете в поисках такой мелочевки. Не переживайте, ее обычно никто не берет. А потому конкурента у вас точно не будет. Вперед за картошкой. Увидимся.